Добрый день, дорогие друзья! Хочу представить сегодня вашему вниманию мастер-класс вот такого вот плетения двойного японского. Двухцветные трубочки, как вы видите. Ну, камера, может, так не отражает, как оно есть на самом деле. Вот. Такой пробный стаканчик я сделала, только для того, чтобы показать вот этот сам рисуночек, как его плести. Вот как сплести такой рисунок, я вам сейчас покажу и расскажу. Чтобы сплести стаканчик вот таким видом плетения, я взяла разные цвета трубочки, светлые и темные. Вот так. И складываю их вот таким вот образом. С одной стороны темные, с другой стороны светлые. Можно сделать вот такое вот начало. Вот. Вот так. Как обычно мы это делаем. Самое главное, чтобы белые трубочки лежали на всех этих. С одной стороны, а другие с другой стороны. Так, донышко начну оплетать коричневыми трубочками. Как обычно, ситцевым одной трубочкой. Ситцевым плетением. До определенного уровня. Здесь самое главное, самый последний ряд, пройти веревочкой. Вот. Чтобы потом можно было начинать работать. И чтобы не распустилось ситцевое плетение. Так, вот здесь я трубочку не подхватила. Так. Пройду 2 ряда на одном уровне и ряда 2 на втором уровне. У меня небольшой стаканчик, поэтому я трубочки разводить не буду. Так, вот сейчас наращу рабочую трубочку и перейду на другой уровень. Пока отключусь, чтобы перейти на другой уровень, нужно пройти одной трубочкой, вот, сразу под 2 стоячками. И все, и переходим на другой уровень, точно так же проплетаем 2 ряда. Вот так. Разводить трубочки не надо. Так. Вот у меня, наверное, даже... Вот и остался еще один ряд веревочкой пройти, и как раз будет достаточно для моей формы. Так, вот последний ряд на донышке прохожу веревочкой. Закрепляя ситцевое плетение, чтобы можно было поднимать стоячки наверх. Так, рабочие трубочки больше не нужны. Их нужно заправить. Вот работать будем стоячками. Так, все, вот у меня здесь уже веревочка пошла. Сейчас я рабочие трубочки заправлю, покажу, что будем делать дальше. Значит, вот такое вот у меня получилось донышко. Как видите, на мою форму как раз достаточно. Я переворачиваю на обратную сторону. И делаю вот что. Сначала буду работать коричневыми трубочками. Вот коричневые трубочки. Они сдвоенные. Оставляем белые трубочки внизу, не трогая их. Значит, что делаем? Перекрещиваем. Вот не между собой, а вот одна трубочка с одной пары, другая трубочка с другой пары. Вот так. И здесь начинаем что делать? Подставляю рабочую трубочку и вот таким вот образом проплетаю. Вот такая сетка будет. Значит, следующая пара стоячков. Здесь мне нужно, наверное, как-то ее закрепить. Может быть, даже сейчас прищепочкой. Каждый ряд будет плестись отдельно.
будем заканчивать вот здесь, склеивая рабочую трубочку. Значит, следующая пара. Перекрещиваем. Значит, нужно сделать так же, как вот здесь. Если это пошла влево, то это пойдет вправо. Наоборот, то есть это вправо, это влево. И рабочую трубочку вот таким образом накладываем на ту, которая сверху лежит, и заводим за ту, которая снизу лежит. Вот так, чтобы такая сетка получилась. Следующую трубочку рабочую отгибаем. Берем рабочие стоечки. Рабочие трубочки. Стоечки, короче говоря. Опять-таки перекрещиваем. Вот таким образом. Снизу лежит левая, сверху лежит правая. Рабочую трубочку кладем на верхнюю трубочку, стоечку, и заводим под нижнюю трубочку. Здесь можно сделать, конечно, немножко как бы ряд опустить чуть-чуть. Значит, смотрите, что можно сделать, чтобы вот ряд сразу не распустился, да, не распустился. Вот эти трубочки, которые вот уже вот лежат у нас, вот это и вот это, их можно сразу перекрестить, чтобы получился замочек, вот, как вот здесь. Чтобы опять-таки вот эта трубочка была сверху, а это снизу. Опять отгибаем рабочую трубочку, перекрещиваем стоечки, вот так, накладываем на верхнюю, заводим под нижнюю. Вот так. Здесь точно так же, видите, пошло. Это снизу, это сверху. Замочек уже сам есть. Это снизу, это сверху стоечку. Вот так. И рабочую трубочку вот так. Замочек. Сейчас я до конца дойду, склею вот здесь трубочку рабочую. Покажу вам, что у меня получилось. Так, ну вот здесь я подклеиваю трубочку рабочую. Друг на друга наложила. Вот. Этот кончик остался внизу, снизу. А этот трубочка сверху. И теперь я ее обрезаю вот как раз вот здесь под стоечкой, чтобы не было видно. Вот так. Следующий ряд точно так же. Берем рабочую трубочку. Можно немножко отодвинуть, с другого места начать, чтобы вот каждая наклеенная трубочка, ряд, друг под другом не находились. Значит, здесь то же самое. Что делаем? Пока вот сюда подвожу трубочку, чтобы она держалась. Опять на верхнюю накладываем, под нижнюю заводим. На верхнюю накладываем, под нижнюю заводим. Вот так. На верхнюю накладываем, под нижнюю заводим. Верхняя у нас всегда правая трубочка. Вот здесь тоже можно сразу уложить как надо. Вот так. Опять-таки ряд пройду и там подклею трубочку. Вот. Здесь у меня получится еще два ряда как минимум. Больше показывать пока нечего. Потом покажу, что будем делать вот с этими трубочками. Так, ну вот как видите, такая вот решеточка коричневая у меня уже получилась. Что мы делаем дальше? Дальше я беру белую трубочку, проделываю все то же самое, вот так вот с белыми трубочками. Посмотрите, они будут ложиться, белые трубочки, не прямо на сетку коричневую, вот, а с абсолютно вот рядышком. Опять-таки перекрещиваем, вот так, и рабочая трубочка пошла укладываться. Вот так, сейчас прищепку надо на начало. Так, сейчас. Вот так. Опять трубочки перекрещиваем. Рабочую сюда. Так. И все то же самое проделываем вот со светлыми трубочками.
получится такая двойная сетка со сдвигом. Когда будем укладывать вот белые трубочки, надо обратить внимание на то, чтобы вот эти трубочки легли параллельно вот так вот коричневым. И у нас получится двойная сетка. Как показывать дальше, не буду. Сейчас вот до конца все доплету и покажу вам, что у меня получилось. Так, вот такая вот двойная сетка получилась. Вот смотрите. И теперь нужно закончить все это, чтобы можно было уже потом сделать или загибочку, или еще что-то. Значит, веревочку. Обратите внимание, что вот трубочки коричневые и белые в одном направлении и коричневые и белые в другом направлении. Вот таким образом сейчас проплету веревочку. Соединяю вместе светлую коричневую трубочку. Вот так. Мне нужно будет вытащить, наверное, форму, а то потом я ее не достану. Вот такая вот коричневая белая сетка получилась. Может быть, даже если бы это было однотонное, наверное, было бы, может быть, даже намного лучше смотрелось. Но для того, чтобы вот вы увидели на контрасте, как это будет выглядеть, я вам сделала на контрасте. Так, ну вот можно пройти еще веревочкой из 3, один ряд. И потом просто после грунтовочки обрезать аккуратненько все кончики. Вот, чтобы сделать их ровными. Вот такое вот плетение хотела вам показать. Посмотрите, пожалуйста, как его сделать, я вам рассказала. Сейчас еще сделаю веревочку из 3 и покажу вам, что получилось. Так, ну вот я прошла веревочка из 2, то есть из 3. И вот обрезала все лишние трубочки, которые у меня сверху остались, и заклеила их вот так двойным светленькими трубочками. Вот такой вот узорчик у меня получился, двойной. Не знаю, видно вам или нет. Объемчик вот этот вот. Так. Вот осталось мне только еще лаком скрыть, и тогда будет уже все готово. Так, ну вот хочу вам показать, что у меня в результате получилось. Вот такой вот стаканчик. Так, двойным японским плетением. Вот таким. Пожалуйста, посмотрите. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.